Мойка, вот эта вот палка с этим, для мойки стекла. Потому что он высокий, я не достаю, и тут на этой высоты где-то достаю и все. Вот. Ну, эти вещи для мойки окон должны быть. Ну, вот так вот как бы вкратце, если вкратце, ну то вкратце вроде как и все. Подожди, Бонечка, вот тут штурман наш заблудился. А вообще, конечно, ну, не знаю, как у членов экипажа и пассажиров нашего корабля мечты «Надежда», но у меня впечатлений много. Плюс еще что там я по своему хобби, там информации, вагон, это на целый год работы. Без фанатизма. Ну а с фанатизмом тоже, наверное, не меньше. Вот. Что по топливу? Как тут мне один товарищ сказал, ну, солярка, да, вот в Италии солярка евро 90. 92, 89, там, ну, такой вот. Ну, а если перевести на Россию, то сразу получается 200 рублей литр, да? Ну, типа дорого, туда-сюда, нифига, у нас там 60. Ну, а я ж такой сразу умную морду ж. Говорю, а когда там евро было 50, ну, там или 60, неважно, бензин был 100, а и когда тебе говорю, сейчас будет 200 курс к доллару, там, или к евро 200, так тогда будете считать, что 400 это будет дорого, а у вас он будет 60. Так что так, ребята, вы считать не, ну, так считать неправильно. В Хорватии, евро 55, в Хорватии дешевле, на 40 центов. Ну, я и понимаю, это вся граница, приграничье Италии, все в Хорватии пасутся. Где-то, если мы едем туда, по дороге, мы прямо все время едем? Вон прямо идем сейчас за эти две дороги. Сейчас круг, а потом дорогу пересекаем. Вот это перед кругом будет. Вот этот сюда вот. Полей. Но это надо сюда, вправо уезжать тогда. Если перед кругом. Вот. Давай. Вот он. Вот мы прямо тут где-то возле него. Вот. А, это вот это. Заезжай, нет? Да, давай, если есть достать, давай заедем. Я же не знаю, если там где есть. Да, ты чё, куда, блин? Значит, нет. Все, пока не будет супермаркета, вот эти Да, вот такие хорошо. захолустья, ну их нахуй. Это вот тоже следующий момент, ребята. Вот эти вот улочки здесь узенькие у этих итальянцев. Магазинов куча. И вот этих всяких разных мелких туда-сюда. И запарковаться-то там просто нереально. Мы вот это заехали в какой-то коп. Ну, понятно, там у него парковка даже есть подземная. Все это у него есть, все. Ну, а я куда в парковку? У меня 3 и 20 еще на всякий случай. 3,20 я вот так считаю. То это. Просто, ну, нереально. Поэтому надо только вот эти вот супермаркеты, большие магазины, там, где есть где душе развернуться. По продуктам не скажу, потому что тяжело ориентироваться. Мы были везде, во многих, и в Хорватии, и в Италии, и все. Тяжело сказать, какие, где продукты, там что-то дороже, где-то это, там, если там что-то на 5 копеек или там на 20 копеек, а там наоборот, ну, по этой корзине не скажем. Вот, солярка, да. Вот. У итальянцев практически все заправки автоматические. Вы приезжаете, вставляете карту, а на некоторых есть
По автомату стоит лимит 100 евро. Вот. Если это... На некоторых есть где можно этот лимит поднять, ну, больше там набрать или сколько. Вот. А на некоторых нет. И вот 100 евро все. И вот по цене оно у вас наполнилось, 100 евро. Вычерпали вы, все. Заблокировалось. Пошел, чек взял. Ну, вот последний раз мне чек дали. Чек мне не дали, из каких соображений, не знаю, может у них бумага кончилась. И у них вот эти вот заправки, они у них как место встречи. Кафешка какая-нибудь, бар какой-нибудь вот на заправке самой, и все. А все это в автоматическом режиме. И на больших таких, ну там, на серьезных, на которые не 2 колонки, я был там 8 колонок было, да? Не, да, я был 8 колонок, а перед этим еще больше. Так там бегает лакей. Потому что, ну, я с колхоза приехал, я, потерялся. Я пошел туда спрашивать, как мне это. Я же пистолет ставил, а оно ничего. А этот автомат немножко дальше. А есть такой, что вообще один автомат на всю заправку. И там просто выбираешь номер колонки, подходишь, вставляешь карту, выбираешь номер колонки, забираешь карту и пошел. Оно заблокировало сумму и все. Интересно, если, допустим, вот не знаю, как что будет, если, допустим, я поставил лимит 120, а мне 105. Но это лимит, наверное, она только 105 и возьмет. Вот не знаю. Этого опыта нет. Вот, это как бы вкратце. По поводу вот там, я еще раз повторюсь, там, потому что где-то там руками, ногами объяснял все это. Не было какого-то там неприятия или там, отторжения какого-то, или ты не умеешь говорить. Нет, мы все разговариваем, они по-своему, там, итальянец мелит по-своему, я по-своему, там, через телефон, все. И договорились. Вот нет такого. Откуда ты, какой ты, почему ты не умеешь, все это. Все приветливые, все это. Ну, мы же деньги несем. Поэтому туристы должны быть встречены с лаской и любовью. Вот такая красота. Вот эта красота, которую ты с автомагистрали не видишь. Примерная цена... в Словении я заплатил за 2 недели 32 евро. Там у них нет платных дорог, там просто платишь. Ну как платно, ты просто заплатил и потом ездишь везде. Если на магистраль не выезжаешь, можешь не платить. Я черт его знает, как оно там что. Там заплатил, и за Австрию, по-моему, 18 я платил за неделю. Но Австрию, наверное, придется еще раз платить, потому что вот мы сейчас поедем через Австрию. Сейчас, ну я не знаю, если нас на перевал Бреннер заведет или нет. Вот. А в Италии только магистрали платные, вернее как, тут нет у них годовой марки там или недельной, или там, я не знаю, 10-дневной, у них нет. У них вот выехал на магистраль, сколько километров проехал, и съезжаешь, вставляешь и платишь. Там тоже такой у меня цирк был. Заблудился, заехал на эту магистраль, вот. Заехал, ага, что, ну подъехал, а там, я смотрю, оно только как бы на 4 языках, и такое, что он только, я так понял, что эти чеки только вылезут. Да-то я не туда поехал, твою мать. Тормозит она, зараза. И это, в общем, как-то сообразил, нажал, выехал мне этот чек, все нормально. И я так примерно прикинул, что у меня получается, я это
евро 10 километров стоит. Ну, примерно так и есть, потому что я в прошлый раз платил 20 евро, мы платили за 200, это как его, за, вот, на перевал мы ехали на Бреннер, 200 километров мы проехали, мы платили. Так оно и получается. Ну, плюс-минус, может, там что-то это. Я проехал 2 километра 300 метров, заплатил 23 цента. Вот. Это что вот по дороге. Ну, а Германия будем, через Германию будем возвращаться, там где ограничения по скорости на некоторых магистралях, ну и бесплатно. Всё. Они несколько раз хотели для иностранцев сделать платно, но что-то как-то у них там не прокатило это. Понятно, что не Лихтенштейн, в котором и туристы на автобусах ездят бесплатно, не только граждане, но тем не менее Германия в этом плане Вот шпар какой-то. Еврошпар. Так, смотрим, есть куда заехать, едем заезд. Чтоб встать, чтобы мы никому не мешать с нашим этим. А, вот тут мы станем все с нашим одорогом. Вот тут. Я думаю, они не обидятся. Так, ребята, пойдем искупимся, Ты будешь здесь а дальше охранять. потом потрындим. Разверну сетку.